Литва – двоюродные братья русского народа. Балтославяне. Набившая оскомину советских времен аксиома о триединстве русского, белорусского и украинского народа, как о славянском ядре, имеет место быть. Действительно, различия в антропологии, генетике и лингвистике у этих народов есть, однако прекрасно видно, что еще 500-600 лет назад они были выходцами из единой среды. Менее известно, что следующей ступенью родства идут народы Балтии, которые во многих случаях ближе к русским, чем южные славяне, черногорцы, хорваты, боснийцы и так далее, и даже чем многие славяне западные, чехи, поляки или лужицкие сербы. Родственность можно понять по нескольким критериям: родству языка, общим антропологическим типам, сходству гаплотипа. Нередко эти критерии могут давать разные ответы. Так условные хорваты имеют общее с русскими по языку, однако резко отличаются по внешнему виду и почти не имеют ничего общего по генетике. То есть в их случае мы имеем дело с населением, перенявшим славянский язык, но лишь ассимилировавшим славян среди аборигенов Балкан. Славяне сформировались в среде индоевропейской общности, которая в бронзовом веке кочевала в степях от Днепра до Западной Монголии. Имея общий язык, сходный внешний вид, перемещаясь на колесницах и лошадях, индоевропейцы распались на несколько крупных групп. Индоиранцы, арии – крупная группа, перекочевавшая в Иран и Индию с Южного Урала через Среднюю Азию или юг Сибири. Протокельты, италики, иллирийцы и венеды – самая западная группа, ушедшая покорять Европу самой первой. Протохеты, лувийцы, армяне и греки – наиболее рано отделившаяся часть, сокрушившая цивилизации Ближнего Востока через Балканы и Малую Азию. Германо-балтославянская общность, отступившие в лесную зону индоевропейские племена, занявшие территории между Северным, Балтийским и Черным морем. Еще были и иные – тахары, которые вышли из кельто-италийского мира и, пожив в Европе, вдруг пересекли Евразию и оказались в Западном Китае. Или громадные орды иранских племен, которые вообще никуда не ушли, а остались в родных степях, став скифами, саками, дахами, сарматами и аварами. Общность будущих германцев, балтов и славян быстро распалась, и ее западная часть ушла вглубь Европы, потеснив кельтов и став воинственными германцами. Восточная же часть долго оставалась единой, массивом балтославян, из которого, собственно, славяне вышли довольно поздно. Еще Геродот упорно не видит славян в Европе, но достаточно явно указывает на балтов. Римские торговцы возят янтарь из Прибалтики, но совершенно не знают славян как народа, а сами балты живут от Балтийского моря до Днепра и современного Нечерноземья, занимая ядро русских земель. Причины, по которым из этого массива выделились славяне, не ясны. Наиболее логичная гипотеза говорит о том, что нашествие гуннов, а затем авар, вырвало из балтской среды огромную часть населения, расселило их в Европе, где они за столетия приобрели самостоятельные черты, которые и сформировали славянство: синтетический язык с вкраплениями языков разных народов, несколько более южные антропологические типы, небольшие отличия в религии и обрядах. Не все балтские народы одинаково родственны славянам, так для эстонцев гораздо больший вклад дали финно-угорские народы, проживавшие по соседству, а у латышей крайне сильным оказалось влияние немецкой колонизации. Литовцы же сохранили собственный тип и довольно близкий к славянам. Антропологические данные. Как у русских, так и у литовцев доминируют североевропейские антропологические типы: атланто-балтийский нордит, беломоро-балтийский балтит, вариации древнего кроманьонского типа, западный балтит, восточный балтит. Средний портрет обоих народов близок. Высокий человек с прямым носом, голубыми серыми глазами и волосами от темно-русого до пепельного блондина, средний или длинноголовый, с удлиненными пропорциями лица и тела, розовато-белой кожей. Это условный базовый тип для обоих этносов, который наследуется со времен Бронзового века. Однако русские популяции из-за исторических процессов гораздо чаще имеют более южные или восточные черты: меньший рост, более темный цвет волос, глаз и оттенок кожи, а также метисные варианты. Данные генетики.
Гаплотипы литовцев на 40% содержат тип N, который является маркером балтов. В русских же группах его частота от 15% до 40% в зависимости от региона. Этот тип отражает ассимиляцию древнейшего населения Восточной Европы, ранних мигрантов из Сибири и Дальнего Востока, монголоидного облика. Вторая половина литовской генетики – это гаплотип R1, а той же его частотой в 35%, что и у русских. Этот гаплотип традиционно связывается с индоевропейскими кочевниками бронзового века. Данные лингвистики. На любительский взгляд, литовский язык не похож на русский, однако это не совсем верно. Он имеет иной темп речи, ударения, архаичные, утраченные в русском черты общеиндоевропейской речи, но при этом колоссальную общую базу. Это общий индоевропейский пласт. У славянских и, например, германских языков тоже есть общий фонд, например, волк и вулф, молоко и милч, береза и бвайрка, в то время как русским вполне понятны литовские слова жверис, самос, джерв и сотни других. У русского и литовского языка одна и та же базовая лексика, обозначающая родственные отношения, предметы быта, животных, основные действия. Причем круг этот весьма широк, по разным оценкам до 1000 единиц речи. К тому же очень много литовских и русских слов демонстрируют одну и ту же схожесть. На генетическом уровне. Если слова и не совпадают, то все же демонстрируют закономерности, зная которые, можно пересчитать слова одного языка в другой. В литовском языке русскому уже соответствует «джи», «железо», «джелезис», «зелезис», «живой», «джевас», «зевас» и так далее. Особенно это заметно в песнях, где общие народные мотивы у славян и балтов отчетливо видны. Анекдотическое «с», которое балты употребляют в конце существительных, по иронии судьбы, было и в славянских языках. Однако исчезло еще бесписьменные времена. У русского и литовского языка очень близкие фонетика, морфология и синтаксис. Вот, например, древнее слово индоевропейцев «барда» через старославянское «барда» превратилось в русское «борода», а в современном литовском осталось «барста». Галва стала главой, а затем головой, по-литовски «галва». Аналогично «варна» через чередование согласных стала «враной» и «вороной», а в литовском и это слово повторяет древний оригинал, и так далее. Отсутствует такое явление, как литовский акцент. Носитель литовского языка может не знать отдельных русских слов или неправильно их изменять, но выговор всегда будет безупречным. В русском языке просто нет таких звуков, которых не было бы и в литовском. Поразительна легкость перехода знающих оба языка в устной речи, акцент практически не слышим. Общие слова русского и литовского языка. Баба-боба, боярин-боярас, валять вельти. Белый балтас, вести вести. Борода-барсда, быт-бьютис, вечер вакарас. Витис-витис, грусть-граздас, жалеть джейл-тиай. Вишня-висня, грузила гримсдас, жалеть джолти. Вода-ванда, грызть грости, жало джелаонис. Воевода-вайвода, гудеть гости, жар зариос. Волк-вилкас, далеко толи, железо джелезис. Общие черты прослеживаются и в народных обычаях. От любви к белым вышитым одеждам до многоголосного пения, сутартинис, с повторяющимися частями на разный лад, элементы которого явно есть в русском фольклоре, хотя и измененном и редуцированном виде. В итоге, по сумме имеющихся данных, по родству с русскими первое место занимают белорусы, а вот за второе место литовцы вполне могут побороться с украинцами. Разница в антропологии и генетике у балтов даже меньше. А в целом все эти народы – дети общей балтославянской группы, разделившей относительно недавно по историческим понятиям. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.